Гадание на следующую неделю сентября. Достану я для каждого знака зодиака одну карту и, как смогу, коротко, но емко расскажу, какую неделю обещают вам карты Таро следование ангелам. Надо понимать, что в следующую неделю сентября мы имеем на небе следующие вещи. Ретроградное движение Меркурия, планеты, которая выбирает за нас каждый наш день, а также убывающую Луну. Когда сходятся вместе два эти фактора, в общем, достаточно спорные сами по себе, в это время не приветствует совершенно новых дел. То есть вот с начинаниями, пожалуй, что надо как-то быть очень-очень осторожными, потому что, ну вот так, получается, что на умирающей, убывающей Луне новых дел не начинают, и под ретро-Меркурием новых дел не начинают. А тут они синхронно, совокупно работают, и все это не в пользу обновлений, конечно, каких-то жизненных. Все остальное, что в жизни у вас есть, конечно, естественно, пусть продолжается. Ничего нарочно отменять, прекращать не нужно. Ну, просто будьте критически настроены к собственным каким-то новым, особенно сильно оригинальным идеям, когда захочется что-то купить, что-то начать, куда-то поехать, с кем-то подружиться или наоборот раздружиться. Итак, следование ангела. Начинаем, естественно, с Овна. Овны – вечные фавориты зодиака. Одна карта для Овна. Неплохое начало, шестерка кубков Овном выпадает. Что эта карта обозначает? Буквально карта, безусловно, хорошая, милая, уютная. В целом она говорит, что неделя вот так и пройдет, мило, уютно. То есть вас ждет как минимум эмоциональный комфорт. Может быть, не подвиги, не такие большие успехи, но и не конфликты, и не потери. По шестерке кубков что-то активно в вашу жизнь возвращается, что тоже очень объяснимо. Под ретро-Меркурием, собственно, он к нам и приходит 3, а вот как в этот раз и 4 раза в год приходит, чтобы немножко заставить нас оглянуться назад. Поэтому общее значение в раскладе весьма-весьма благоприятное, но не решительное, может быть, не судьбоносное. Будете переживать хорошее настроение, будете спокойны, будете здоровы, будете по-доброму настроены к окружающим людям. На более глубоком уровне, если у вас сейчас в жизни период исканий, то откровений, наверное, каких-то больших не ждите, а времени для этого. Вообще шестерка кубков, карта очень-очень бытовая, она советует не только понятными, заведомо успешными делами заниматься, но и думать тоже очень понятно, простыми вещами. Забейте голову пока простыми вещами себе. В профессии шестерка кубков – это возможность кому-то понравится, с кем-то подружиться, вернуться куда-то на старую работу. А может быть, к вам вернется коллега, который прежде уволился или был в долгом отпуске. Это ностальгические ощущения, это объятия, это радость от встречи, это очень-очень такие доверительные разговоры. В общем, на работе, в профессии, в бизнесе будете чувствовать себя как в гостях у бабушки. Не знаю, насколько вас это вдохновляет или нет. Для денег и разных жилищных дел карта это тоже, в общем, неплохая. Однако немножко с возвратными движениями. То есть, если вы сейчас оформляете сделку какую-то, связанную с недвижимостью, скорее всего, ничего дурного-то не произойдет, но придется вернуться, немножко доработать прежние договоренности, доподписать или переподписать какие-то прежние бумаги. Все это достаточно легко дается и можно обойтись. Карта сама по себе, в общем-то, не денежная. Она говорит, что в целом бюджета хватит на разные ваши начинания, но эти начинания и не будут слишком большими. Вот так вот. Очень хорошая карта это для любви, добрая. Если вы в любовных отношениях, вам на следующей неделе предстоит помириться друг друга, понять, простить, встретиться. Часто под шестеркой кубков люди встречаются после долгой разлуки. Ну, во всех случаях
будет больше доверия, будет больше добрых дружеских разговоров. Кстати, с шестеркой кубков любовь немножко превращается в дружбу или немножко становится на нее похоже. Вы же этого хотели. Правда, здоровье улучшается шестеркой кубков, безусловно, улучшается здоровье, приходят силы, хотя тоже какие-то невеликие. Скорее, карта обещает выздоровление от временных и не слишком серьезных там, болезней, недомоганий, что-то такое. Вот. Перевернутых значений карт мы здесь не рассматриваем, только прямые. Поэтому спокойная неделя, когда можно отдохнуть и привести в порядок себя, внешность, здоровье, голову, нервы в конце концов. Далее одна карта Тельцу. Карта эта неплохая, а что меня вдохновляет? Почему? Откуда у меня некий скепсис? Овны очень не любят вот такую жизнь. Да, слишком спокойно, слишком скучно, слишком по-доброму все. Нет вызова, потому что настоящие овны, они же просыпаются каждое утро с желанием бросить вызов кому-то, вселенной. Вот. А здесь нет вызова, здесь все мило, но немножко попахивает болотцем. Вот так. Далее, конечно, Тельцу. С замиранием сердца я достаю карту. Тельца ждет веселая неделя, даже, пожалуй, что развеселая. Мы видим герои на иллюстрации, пляшут. Это пара. Четверка жезлов, просто счастливая карта. Правильно она называется так. Благополучное завершение. То есть вы что-то закончите. Какой-то этап, какую-то работу, какой-то проект, во что вложились. И здесь можно отпраздновать вот это завершение. Знаете, конец ремонта. И застолье, и новоселье, и вот что-то такое. Вот карта во всех случаях очень легкая. Она описывает Тельцам случайное везение. То есть общее значение карты здесь для нас, такая недельная везучесть. То есть можете в последующие 7 дней рассчитывать на то, что Вселенная будет к вам все время своим самым золотым боком поворачиваться. А это ведь не пустой, не простой совет, да? То есть когда вы чувствуете себя на подъеме, чувствуете, что к вам ангелы благосклонны, нужно, естественно, рисковать, браться за всякие вещи, которые прежде откладывали. Кстати, ретро-Меркурий тоже этому способствует, отложенному, чтобы вы про что-то вспомнили, достали из дальнего ящика комода, вот, и все-таки это сделали. Вы будете веселы. Кстати, возможен праздник, даже вы его организуете, позовете кого-то куда-то, как минимум подружку в кафе, и хорошенько повеселитесь. Каких-то глубоких внутренних, надличностных, межличностных и личностных перемен не будет, потому что люди так устроены. Мы перерождаемся и растем только в страданиях. А на следующей неделе вы, тельцы, страдать не будете, вы будете только поражаться о собственной везучести. В профессии это тоже завершение некоего проекта. Вы с блеском отчитываетесь начальству, начальство вас поощряет. Естественно, четверка жезлов – это карта еще и случайных денег, поэтому какую-то неожиданную премию можете получить или неожиданно большую прибыль от вашего бизнеса. Вот так вот. Карта это денежная, да, как я уже сказала, денежная. Большие или маленькие суммы, про это она здесь не говорит. Она говорит о том, что деньги попадут очень вовремя к вам в руки, очень случайно и сильно-сильно вас обрадуют. Возможно, даже вызовут желание вот так вот их прокутить. Знаете, что легко приходит, очень легко нужно и тратить, желательно. Затруднений финансовых у вас точно не будет. И печали, связанные с деньгами и какими-то вообще материальными вопросами, скорее уйдут. Интересно значение четверки жезлов в любви, в личных отношениях. Она называется вообще-то свадьба. Здесь же не какая-то случайная пара на иллюстрации, юноша и девушка. Причем девушка в каком-то светлом платье, да, можем предположить, что это действительно жених и невеста. Под четверкой жезлов новые знакомства очень хороши, потому что встречаются подходящие люди.
подходящие люди, подходящая пара, какой-то вот идеальный герой, партнер. Если отношения есть уже у вас, то ждите тоже совместного праздника, какой-то веселой совместной дороги. Кстати, карта имеет непосредственное отношение к поездкам, коротким, увеселительным и очень-очень приятным. Карта, естественно, хороша для тех, кто в браке. Здесь тоже какой-то совместный праздник. Ну, может быть, у вас юбилей свадьбы, как раз его отпразднуете. Карта обещает тельцам хорошее здоровье. Скорее, знаете, такое здоровье, когда вы о нем не думаете. Оно это и называется, кстати, хорошим здоровьем. Да? Хорошее здоровье – это не когда вот вы себе об этом говорите, да, вот у меня хорошее здоровье. Нет, а когда вы это слово просто не помните, вы его не знаете, что это за слово, зачем его произносят и так далее. То есть вот в этой веселой кутерьме следующей недели вам до здоровья не будет абсолютно делом. Далее. Совет карты «Веселитесь», да? Если для овнов был совет «встречайте», то для тельцов совет «веселитесь». Далее близнецы. Для близнецов будет одна карта. И тоже весьма неплохая девятка кубков. Девятка кубков карта очень-очень такая рациональная, приземленная. Вроде бы кубки, масть чувственная и эмоциональная, но вот именно девятка из общего ряда выбивается. Она говорит о довольстве, она говорит о достатке, о каких-то очень чувственных наслаждениях и очень практических приобретениях в жизни близнецов. То есть общее значение для всех близнецов – это достаточность, счастье, успех и любовь во всех ее проявлениях. Имеется в виду романтическая любовь, конечно же, библейская какая-то общегражданская любовь. Девятка кубков – это люди, которые вас окружают, с которыми вам приятно проводить время. Это время общения, это время, когда находятся слова для того, чтобы направо и налево всем признаваться в любви. Это время, когда вы нравитесь окружающим и тоже слышите в свой адрес признания, какие-то комплименты. Очень много людей проявляют интерес в ваш адрес. И, в общем-то, это тоже праздник. Тоже карта призывает вас праздновать. Ну, основное настроение недели для близнецов. Будете с собой довольны. Вот эта карта довольства. Знаете, бывает у вас такое, когда вы с собой полностью довольны. И мир вам вокруг кажется не агрессивным, и люди вас любят, и денег хватает, и здоровье не подводит, и погода даже наладилась, и как-то потеплело. То есть общее настроение довольства. Тоже каких-то глубоких исканий философских не нужно. Вряд ли близнецы вот прям откроют для себя тот самый смысл жизни в этот период. В профессиональной ситуации обращайте внимание в первую очередь на людей, которые вас окружают. Потому что карта, вот девятки, десятки, все-таки достаточно коллективные. Они очень редко описывают состояние вот одного человека. Это набор эмоций, которыми люди обмениваются. Приходят люди новые, может быть, в ваш коллектив придут, может вернутся старые, а может быть, вам удастся с теми, кто есть, как-то помириться и по-особенному наладить контакты. Кстати, совет девятки кубков. Если хотите нравиться людям, то не жадничайте на подарки, не жадничайте на какой-то стол, может быть, на работу, там, ну, понимаете, на угощение, на торт какой-то, вот и так далее. Потому что карта очень утилитарная, она очень приземленная. Помимо слов, девятка кубков всегда подкрепляется вкусной едой, дорогим кофе. Ну, если про любовь речь идет, то, конечно же, объятиями и признаниями. Но до любви мы еще не дошли. Финансовое положение очень-очень удовлетворительная карта обещает. Опять же, очень во многом это зависит от людей, от того, кому вы понравитесь и как с кем вы договоритесь. То есть ни денежных, ни жилищных проблем в это время у близнецов не будет.
Конечно же, карта это про любовь. Ну, то есть она и воплощает, олицетворяет собой любовь. Девятка кубков это всегда описание, это всегда портрет любви очень, очень, очень земной, приземленной. То есть она описывает, ну вот буквально череду свиданий. То есть близнецов ждет череда свиданий с любимым человеком, с новым или с тем, который уже есть. Это и близость, это и объятие, это и когда вы много времени проводите вместе и не можете буквально рук расцепить. Такое, в общем, чувственное время. Если вы спрашиваете про новое знакомство, то оно очень, очень, очень вероятно. Очень вероятно новое знакомство в какой-то веселой обстановке, в застолье, в гостях, в кафе, в каком-то ресторане, на корпоративе, вот так вот и так далее. Карта предполагает хорошее здоровье, и в целом она советует обращать внимание вот на физическую сторону жизни в основном. Физическая сторона, то есть тело, заботиться о своем теле, кормить себя, ну, по возможности еще кого-то рядом, может быть, кормить, делать процедуры разные для тела. Она приветствует лечение такое санаторно-курортное, например, то есть не хирургические операции, а, например, спа-процедуры. Такого уровня. Занимайтесь всем, что приятно. Вот так вот. Наслаждайтесь жизнью. Если здесь мы говорили радуйтесь жизни, то здесь уже наслаждайтесь, чувствуете разницу, да? Она есть на самом деле. Далее рак, естественно. Раку достается четверка пентаклей. Карта в целом очень сохраняющая, жадненькая и денежная. То есть общее значение для всех раков такое. В следующую неделю сентября у вас в руках окажутся ценности какие-то. Это могут быть денежные суммы в чистом виде, это могут быть какие-то просто дорогие предметы, ну не знаю, там антиквариат, недвижимость и так далее. А ваша задача пожадничать, сохранить, что-то оценить, обратить на что-то внимание и кому-то что-то даже не отдать. Карта инертная, застойная, и она дает плохой прогноз для, например, для дороги. Или если вы ждете в это время каких-то перемен, что у вас в жизни что-то поменяется, стронется, что там развернется в другую сторону. Нет, вот эта четверка пентаклей, это карта якорь. Она тяжеленьким грузиком таким придавливает все и не дает жизни меняться, не дает там поменять работу, не дает поменять мужа, цвет волос, туфли, ну и так далее. Вот. Состояние личностное в это время у вас будет задумчивое, по крайней мере, должно быть. Ну, основное чувство, что ли, недели, так рекомендованное для вас, это именно жадность, как бы это для вас ни звучало. То есть у вас вот в эти 7 дней есть такая задача: что-то сохранить, что-то не отдать, что-то аккумулировать вокруг себя. Поэтому, скорее всего, будут поводы раздавать, как раз вот чего-то лишаться, а вы должны этого избежать, вы должны, напротив, посидеть. Эта карта имеет отношение ко многим вещам, связанным с профессией, с работой, с деньгами, естественно, с личными отношениями в меньшей степени. В работе четверка пентаклей обещает прибыли. Работа, бизнес, прибыли, денежные суммы, премии, может быть, не слишком большие, но и в то же время ценные. Кстати, вот и карта спешит к вам с советом. Если получите большую премию, уж постарайтесь донести ее до дома, а не растратить по дороге в близлежащих торговых центрах. Карта даже советует начинать что-то копить.
А для профессиональных каких-то отношений, контактов, карта это достаточно нейтральная. Она, например, говорит, что обращаться за помощью сейчас кому-то не нужно, потому что как вам рекомендована здесь жадность, также и жадность некто проявит относительно вас. Вряд ли кто-то поможет, вряд ли какое-то случайное везение вас посетит. Поэтому держите свое, не замахивайтесь и не просите чужого. Девиз карты, наверное, вот примерно такой. Для личных отношений карта может быть очень разная, очень противоречивой. С одной стороны, присмотритесь, рядом с вами какой-то очень ценный субъект, нужный для вас человек, драгоценный, может быть. Это может быть любовь, чувство, партнерство, которые для вас сейчас важно никому не отдать, как будто бы на них кто-то охотится, как будто бы кто-то зарится. С другой стороны, четверка пентаклей говорит, что особо острых чувств, особенно проявленных вот в словах, например, наверное, нет, в это время не будет. То есть не ждите вихря страстей. Как раз все бесстрастны, партнеры практичны, хоть и вежливы в отношении друг друга. Карта обещает в целом неплохое состояние здоровья, однако именно по ней возможны застойные явления. В самых разных системах организма застойные явления. Ну, это знаете, когда что-то не выходит. Далее, конечно же, будет лев у нас, да, лев. Для льва одна карта. Пока все очень хорошо, пока это очень добрая неделя. И лев тоже у нас не будет исключением. Четверка кубков льву достается. Карта, снова вот подряд две четверки, да, получается, для раков и для львов. Четверка кубков, карта в целом, знаете, не имеет собственного такого выраженного значения. Она, как правило, читается в сочетаниях, и значение ее очень зависит от соседних карт. Если мы рассматриваем одну карту, то четверка кубков – это некий меланхолический застой, это лень, период, когда вам не хочется чего-то делать, за что-то браться, принимать какие-то предложения, и вообще не хочется ничего. Личностное состояние, да, какое-то психологическое состояние, вот с четверкой кубков, может быть, кстати, довольно тяжеленькое такое, депрессивное. То есть у вас абсолютно нет энтузиазма ни на работу, ни на личную жизнь в это время. И даже самые ценные и прежде желанные вещи, вот видите, ангелочек, здесь такой пупсик, судьба вам протягивает, а вы даже от них отворачиваетесь, отмахиваетесь. Четверка кубков описывает период апатии, период какого-то переосмысления, наверное, жизненного пути. То есть вы перезагружаетесь и решаете, что вам теперь в жизни уже нужно другое. Естественно, тут речь идет о каких-то конкретных вещах, конкретных предложениях. Так, например, это может быть работа, за которую вы прежде бились, очень хотели на нее попасть, отправляли резюме, ходили на разные многоуровневые собеседования. А теперь вот вас приглашают, а вы уже не хотите. Вы передумали, вам разонравилось, у вас возникли какие-то собственные другие планы и так далее. Вот. Предупреждение четверки кубков для львов только такое. Посидеть, отдохнуть, это, в общем, всегда неплохо, но будьте внимательны. За этой апатией, за этим равнодушием вы можете пропустить нечто действительно ценное, что потом вам Вселенная не предложит, что не вернется. А в профессиональной ситуации четверка кубков может описывать абсолютно невинный, знаете, такой неопасный застой, когда, например, застой, причем по вашему выбору. По вашему выбору. Когда, например, начальство объявляет конкурс на вакантную должность какую-то завидную, а вы даже заявление не несете, потому что вам это почему-то сейчас совершенно не нужно. Далее. Как таковая карта не описывает финансовых или жилищных проблем. Однако, вот если вы долго
кто-то, если долго засидится в положении четверки кубков и от всего откажется, от всего отвернется и всех отвергнет, то непременно в будущем эти финансовые трудности наступят. Такая вот карта, она не опасная, но все-таки на будущее очень-очень ориентированная. Примерно такая же безликая она, когда сама по себе, когда одна, такая же безликая в прогнозе на личные отношения, любовные. В этом кубке ведь может быть и для вас любовь, и какое-то предложение. То есть человек новый, например, вы можете встретить нового человека, познакомиться с кем-то, и при этом отмахнуться и сказать: ой, мне некогда, я устала, у меня другие планы и так далее. Потом можно пожалеть об этом, потому что эта история там долго-долго не повторится. Но в целом для отношений двоих четверка кубков неплохая и не хорошая. Это просто время, когда, наверное, оба с двух сторон ничего особо не хотят. А отношения, особенно и без того слабенькие, могут прерваться в это время под этой картой, даже прерваться. Знаете, когда лень позвонить, лень написать и так далее. Каких-то особых перемен или трудностей со здоровьем у вас не будет, однако и от возможности грамотно лечиться или вовремя сходить к какому-то специалисту вы можете тоже вот так вот опрометчиво зачем-то отказаться и потом пожалеть. В общем, общий совет для львов на следующую неделю: слушайте себя, отдыхайте, если вам так хочется, но весь этот свой отдых оценивайте с точки зрения, а не пожалеете ли вы потом об этом. Далее, конечно же, девы, которые празднуют сейчас дни рождения у нас. Для девы, вот видите, погорячее, повеселее обстановочка, а то уже было, я зевать начала. Для девы нечто более такое занимательное. Королева мечей выпадает. Карта эта, конечно, фигурная, поэтому обозначает она персону, а именно женщину. Женщину по-разному к вам настроенную. В самом худшем проявлении ждите злодейку и всяких злодейских происков в отношении себя. Ну, это может быть просто невинная обидчица какая-то женщина, которая ранит вас острым словом, хотя совершенно того не желает в любовных отношениях. Все-таки королева мечей, пиковая дама, традиционно считается соперницей, какой-то злодейкой, которая вдруг переходит дорогу или о которой наконец-то вам становится известно. Кроме того, карта описывает и ваше личное состояние психологическое. Оно будет у вас воинственное. Девы захотят повредничать или кому-то навредить. Возможно, вы не захотите открыто поругаться. Нет. Но эмоционально напряжетесь. Может быть, промолчите, кому-то не скажете правду, кому-то не ответите, кому-то не поможете. То есть, знаете, королева мечей – это всегда пассивная агрессия, вот так это называется, да? Пассивно-агрессивный человек. Соответственно, в это время вы непременно встретите какую-то женщину пассивно-агрессивную по отношению к себе, либо будете сами так себя вести или так себя чувствовать где-то внутри себя, но, скорее всего, Вселенная же всегда дает какой-то адекватный ответ нашим собственным эмоциям. Скорее всего, будет и то, и другое. Но опять же скажу, открытого конфликта не будет. А карта плохая только для вас, если у вас на этот период, ну, скажем, есть вот ответственное дело, какое-то супер ответственное. Тогда, конечно, опасайтесь, что вот эта злодейка помешает, и у вас там сорвутся какие-то деньги, какие-то успехи, какие-нибудь соревнования, конкурсы и так далее. Контрольные экзамены, да, потому что вот эта королева мечей, это же может быть и ваша преподавательница в университете, которой вот вы просто интуитивно не понравились, и она вас валит. Так же это называется, да. В профессии, на работе, в бизнесе обращайте внимание на общение, на окружение, потому что вот где-то там понятно, что дев все любят, и с девами все дружат, как правило, но в семье не без урода. Вот видите, здесь
закрадется где-то у вас в коллективе, в составе, может быть, начальства, где-то среди клиентов, так, кстати, может быть, или контрагентов, какая-то вот такая недоброжелательная персона по отношению к вам. А как избежать агрессии со стороны королевы мечей? Вот, кстати, это хороший вопрос, и если вы его успели задать, это очень хорошо. Как избежать? Я думаю, что только игнорировать, потому что открытого спора и дурных слов здесь нет. Игнорирование, то есть незамечание, это будет лучшая политика для этой какой-то вот истории. Карта в целом для денег не опасная, но опять же в связи с деньгами или в связи с дорогими вещами, там, в связи с недвижимостью, вашим жилищем, квартирой, домом, может быть вот такое очень остренькое непонимание. Это момент, когда кто-то закусывает губку и идет в атаку, но так внутри себя никто снаружи этого не видит. Но я не думаю, что это денежный какой-то кризис. Это может быть чья-то воплощенная как раз наоборот зависть вашим доходам, вашей роскошной жизни для любви. Ну что говорить, в личных отношениях, в любви, в романтических историях королева мечей – это традиционно соперница-злодейка. Причем, знаете, она может быть ведь с одной стороны и с другой. Со стороны партнера, тут уж нам совсем все понятно, да, это, допустим, может быть ваш какой-то, надеюсь, новый знакомый, который вдруг выбрал не вас, пошел на свидание не с вами, но это все достаточно легко пережить. Хуже, когда вот эта злодейка в любовных отношениях появляется с вашей стороны. И такая, может быть, ваша подруга, ваша какая-то родственница, которая, опять же, из своих каких-то очень-очень личных побуждений, явно не лучших, отговаривает вас от свиданий или рассказывает вам, какой недостойный мужчина рядом с вами оказался. То есть, понимаете, вот это королева мечей, это пиковая дама, это причастность, это вот такое прикасание недоброе какой-то женщины к вашей жизни, в частности, к вашей любви. Естественно, по возможности не делитесь, не рассказывайте, четко отслеживайте, когда вам завидуют, а когда вам раздают искренние советы и так далее. Ну, вообще злодейка-соперница, вот так, да. Примерно так. Крупные мечи часто описывают довольно серьезные проблемы со здоровьем. Обратите внимание, мечи – это в отношении физического тела, это все острое, все острое. Мы же не зря говорим острое болезненное состояние, например, там лихорадочное какое-то, это связано с температурой, с острыми болями какими-то, и все. Вот все это первое, второе, третье может с вами как раз в это время случиться. Ну, будьте готовы, что тут можно еще посоветовать. Далее, безусловно, весы. Весам достается шестерка мечей. Шестерка мечей – карта перемен. Естественно, на ней изображены всегда люди, которые куда-то едут, а точнее сказать, плывут. Плывут, по старинному эта карта называется «Дорога за море». И карта эта обещает вам вот в буквальном смысле перемены, неожиданные, нежелательные, но абсолютно неизбежны. Шестерка мечей – это вот тот момент, когда внешние обстоятельства вынуждают вас решаться на перемены, на которые вы сами по себе, по доброй воле, никогда бы не пошли и не согласились. То есть это может быть, понятно, что это может быть смена работы, смена бизнеса, какие-то перемены в личной жизни, какие-то достаточно авантюрные, может быть, перемены, связанные с физическим телом, с вашим здоровьем. Это может быть и дорога, в которую вы не собирались. Знаете, вот отправляют, жизнь, судьба отправляет в эмиграцию вдруг или в эвакуацию, не дай бог. Но шестерка мечей, хоть это всего лишь шестерка, никогда просто так в раскладе персональном или общем не появляется. Она как предвестник будущих
действительно дорог и больших перемен. Она всегда приходит для того, чтобы вопрошающего предупредить, хотя о чем? Здесь же одна из составляющих именно неожиданность и безвыходность одновременно. Знаете, такая вот некоторая обреченность по настроению, обреченность присутствует в этой карте. Поэтому совет только такой, когда судьба потащит вас куда-то, куда вы не собирались, какую-то дорогу, в какие-то перемены, не знаю, в новый офис, на новое место или в объятие нового любовника, да, в конце концов, почему бы и нет. Вы этой судьбе просто не сопротивляетесь, потому что это рок, который, в общем, знает, ничего поделать тут, наверное, нельзя. И смотрите в будущее с оптимизмом, хоть противоположного берега тут и не видно, но все-таки оптимизм, вера в себя – это то, что поможет вам в это время держаться. Личное состояние, то есть настроение недели, конечно, может быть от умеренно растерянного до совершенно отчаянного, потому что да, если вы не готовились что в жизни что-то менять, а жизнь заставляет, куда-то вас отправляет, вы можете и в отчаяние впадать, тут все зависит от уровня тренированности, от того, как часто вам в этой жизни выпадает шестерка мечей. Вот. Неделя неувеселительная, неделя, которая заставит сконцентрироваться, собраться и искать, вот знаете, видите, как вот этот человек ручку поднял, в жизни новые ориентиры, держаться каких-то новых ценностей в профессии, в работе, да, это смена курса, то есть это смена работы, смена рода деятельности, какая-то дальняя командировка, переезд офиса, перевод на другую должность или в другой отдел. Все такое неожиданное и почему-то вот в моменте очень-очень нежелательное для вас, как будто бы неудобно, неприятно и как будто бы это все не ваше, но нужно опять же подчиниться. Перемены в деньгах. Вот, кстати, шестерка мечей часто бывает довольно опасной вот именно для денег, для каких-то денежных манипуляций. То есть, например, если у вас готовится сейчас какая-то сделка, вы рассчитываете на определенную цену, на определенные прибыли, на определенные сроки, тут вдруг все меняется, и вам приходится с этими новыми условиями соглашаться. Вы знаете, под шестеркой мечей я не напрасно так долго, детально про нее рассказываю, потому что это, правда, одна из особенных карт в колоде Таро. Под шестеркой мечей происходит такая проверка на лояльность человеку. То есть карта эта бесконтрольная, она описывает любую ситуацию, в данном случае мы говорим про деньги. Когда вот в связи с деньгами у вас что-то вырывается из-под контроля. Вот все было по плану, все было хорошо, а тут оказывается за деньгами надо еще и куда-то плыть, еще и с непонятными какими-то незнакомыми людьми. Да? Вот. И это проверка на мягкость характера, на умение соглашаться с судьбой, на умение обуздать упрямство свое, на умение, может быть, и принимать сторону и позицию других людей. То есть покорности от вас. Что в любви, да, я не рассказала еще в любви, что карта значит. Ну, то же самое перемена. Конечно, расставание очень возможно. И тоже абсолютно без вашего желания, неожиданное, довольно-таки запутанное. То есть, знаете, когда понятное, явное расставание идет, да, вот мы расстались, все понятно, от берега к берегу, а тут же всегда, видите, берег-то противоположный, размыт. То есть это карта описывает, например, конец отношений, когда непонятно, а что дальше, и к чему это, и будет ли продолжение, или напротив, стоит рассчитывать уже на полный какой-то абсолютный конец. Вот. Карта довольно все-таки не опасная, я скажу, да? Но совет такой: соглашайтесь. Вот чем меньше вы будете судьбе сопротивляться, обстоятельствам, людям, естественно, тем легче вы в эти перемены войдете, тем быстрее вы доплывете до
благополучного другого берега, и тем быстрее становится ваше душевное состояние. В общем, эта неделя, чтобы исключить эгоизм, полечиться от упрямства. Знаете, это Вселенная лечит от упрямства нас периодически. Далее Скорпион. Ой, перевернулась карта. Ну, ладно, 9 жезлов перевернулась. Мы учтем, наверное, мы, что она была. Ну, вытащу я какую-то другую. Так, Скорпиону достается. Угу. 8 жезлов. Ну что ж, рядом. Примерно смысл понятен, да? За 9 8 выпадает. Постарайтесь, и вам очень-очень повезет. А вообще 8 жезлов карта везучая. Она описывает не что иное, как возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Это удивительно и случайно сошедшиеся в одной точке благоприятные обстоятельства для вас. Ну просто везение, знаете, это возможность куда-то очень быстро и при этом выгодно, успешно съездить, выгодно что-то провернуть. По 8 мечей, ну скажем, здесь сделаем аналогию со сказочным сюжетом. Это вот когда Иван Дурак стреляет из своего лука, и стрела его далеко летит, падает на болото, попадает в лапки царевни лягушки. Везение это, везение, странноватенькое, ну, безусловно, да, неожиданное такое. Но суть, вот речь идет как бы об этом. Поэтому приготовьтесь очень быстро ловить шансы. Общее значение карты такое. Конечно, нужно быть проворненькими, глазастенькими в это время, потому что вокруг, посмотрите, время, обстоятельства, все сходится так, чтобы вам помогать, а не противостоять. И нужно соображать быстро, просыпаться рано, постараться успевать и там, и тут, находиться одновременно в нескольких местах, проявлять, может быть, не привычное для себя любопытство и непривычную какую-то вот такую общительность. Знаете, это 8 жезлов, это шансы на везение, которые надо успеть поймать, успеть сообразить и вот так вот успеть заметить. Но настроение в это время у скорпионов будет явно приподнятое, то есть это такой вот активный энтузиазм. В профессии, везение в профессии, то есть это возможность найти работу хорошую, новую, если вы нуждаетесь, возможность карьерно вырасти, занять новую должность, возможность, может быть, отхватить, вырвать из-под носа у коллег какой-то выгодный, прибыльный проект, прибыльное задание у начальства. В общем, вы на коне, как вот наш герой здесь на карте, и в профессии, и в бизнесе тоже. Карта конкурентная, конкурентоспособная для бизнесменов. Это, конечно, возможность кого-то вот именно обскакать, обойти, тоже просто потому, что повезло. Почему вы победили ваших конкурентов? Ну вот случайно повезло, однако никто об этом не пожалел. Вот. Карта, безусловно, очень хорошая для денег, она советует заниматься деньгами, что-то покупать, продавать, ввязываться даже в рискованные денежные авантюры. Может быть, я бы сказала, что с 8 жезлов можно даже и в лотерейный билет купить, наверное, потому что, чтобы уж к везению своему совсем приблизиться, ручку приложить. И, конечно, карта в личных отношениях хороша. Именно, друзья, много в колоде Таро карт хороших про любовь, да, но именно под 8 жезлов случаются те самые, описанные в сказках и в известных романах, случайные встречи. Знаете, когда люди успевают влюбиться друг в друга за 8 секунд, глаза в глаза, между ними такой разряд, молния проходит,
и вот случается то самое чудо. Это все восьмерка жезлов, это же огненная карта, и она бьет в самую цель. Огонь, карта пылающая, карта очень такая, вы знаете, естественно, страстная. Она обещает новые знакомства, в которых сразу много страсти. Она говорит, что если у вас есть любимый человек, страсти разгорятся. Разгорятся страсти. Это и страстные разговоры, и страстные объятия, и страстные какие-то поступки, может быть, случайные, но все равно очень такие впечатляющие, эффектные проявления со стороны партнера. Все на страстях, и все на скорости, все происходит быстро. Вам тоже нужно, конечно, успевать это замечать и поддерживать это настроение, и подпевать. А для здоровья, как ни странно, восьмерка жезлов может быть не очень хорошей. Те же самые случайности в отношении здоровья, в отношении физического тела ведь не всегда хороши. Да, возможно, вы случайно, внезапно, неожиданно и выздороветь, у вас прекратится какое-то недомогание. Но часто все-таки восьмерка жезлов обещает мелкие травмы. Да, счастливые люди же часто травмируются, потому что спешат и не берегут себя. Ну, поберегите себя. А в целом совет карты для Скорпиона, конечно, ловите удачу. Просто ловите, настройтесь на нее с самого начала. Далее, конечно, Стрелец. Для Стрельца у нас достается двойка кубков и как-то сразу ориентирует на любовь. Естественно, я рассказываю про все жизненные составляющие, какие только можно включить в мой рассказ. Но двойка кубков называется пара. Мы до этого дойдем. Общее значение для Стрельца какое? Следующая неделя станет для вас неделей партнерства. Это неделя партнерских отношений. Это время, когда вам стоит действовать не в одиночку, а для всего, для каких-то крупных дел или для мелких, даже, не знаю, там для похода в магазин или для постройки собственного дома. Всегда ищите пару. Здесь двойка, это пара. Кстати, на болгарском языке пара, то есть два человека, так и называется двойка. Вот. Поэтому сейчас уже прямо задумайтесь о том, кто та персона, кто тот человек, который вот эту самую значительную, значимую роль играет для вас в жизни, на кого вы можете положиться в работе или в каких-то других делах. Выберите этого человека, опять же, заметьте, доверьтесь ему, пригласите его в свой бизнес-проект или к себе в гости там домой, или назначьте этому человеку свидание. В общем, общее значение, общий совет для Стрельца. Будьте не одни в это время. Все, абсолютно все будет даваться с кем-то вдвоем, в паре. Вот так вот. Настроение у вас, естественно, будет очень хорошее. Карта это добрая, спокойная. А вы, возможно, моменты счастья переживете. Прямо, знаете, такого острого, остренького счастья. Опять же, если будете находиться в паре. Карта хороша для тех, кто умеет любить и дружить, но карта может быть и опасной, плохой для тех, кто эти советы проигнорирует. То есть эта же карта включает и тоску от одиночества, если вы вот второго вот этого человека, допустим, в свою жизнь не пригласили или не заметили, или не нашли. Вот так вот, все в паре. И будет вам счастье. А в профессии, в бизнесе ваши успехи сейчас зависят от одного конкретного человека, а точнее от того, насколько этому второму человеку выгодно с вами сотрудничать. Карта советует вам заинтересовать своими делами, заинтересовать своей пользой еще одного человека. Немножко попахивает манипуляциями, да? Так оно и есть на самом деле. То есть предложите кому-то выгоду. Если вы хотите профессиональной помощи или помощи в бизнесе,
от другого человека, вы обязательно должны этому человеку предложить какую-то сравнимую выгоду. Вы должны объединить усилия, и эта неделя возможностей несет вам вот для этого, чтобы вы объединили с кем-то усилия, действовали очень-очень сообща. Двойка кубков обещает стрельцам появление очень подходящего, интересного напарника, с которым будет и интересно, и выгодно. Эта карта обещает, например, приятное сотрудничество с партнером по бизнесу, может быть, новым. Кстати, по этой карте часто еще люди мирятся. То есть эта пара прежде развалилась, а теперь восстанавливается. Вы можете в профессии помириться с коллегой, который для вас важен, или с вашим бизнес-партнером. Карта хорошая для денег, опять же, только если вы будете взаимные, обоюдные выгоды учитывать, понимаете, да? Здесь это немножко идет и призыв делиться, немножко призыв, учитывать потребности второго человека, учитывать вот именно потребности, понимаете, что-то кому-то предлагать. Двойка кубков говорит, у вас с деньгами и вообще с ценностями в это время будет все очень хорошо, если вы не забудете поделиться и кого-то с собой позвать, делить эту добычу. И, естественно, карта очень хороша для любви, для любовных отношений. Описывает она пару. И идеальное такое безмятежное время, когда два человека не отрывают друг от друга глаз, признаются друг другу в любви, и вообще находят, например, друг друга. Если вы одиноки, то двойка кубков напрямую, достаточно уверенно обещает вам шанс встретить подходящего человека. Вот двойка кубков, а эта карта называется еще взаимность. То есть на ней всегда встречаются люди очень похожие. Это ведь не просто так они изображены. Здесь мальчик и девочка одного роста и примерно в каких-то похожих, по крайней мере, по цене, да, одеяний. Это подчеркивает взаимность их чувств и равноценность, взаимную равноценность. То есть это два человека, которые одинаково значимы друг для друга. И карта обещает, например, приход взаимности, если прежде этого не было, взаимности. Если прежде вы замечали свои чувства, но не было, например, встречных, то здесь как раз вот эта проблема, эта дилемма для вас разрешается. И карта просто, безусловно, хорошая для здоровья. С этой стороны каких-то проблем, трудностей не ждите. Козерог. Далее Козерог, конечно же. Козерогу достается туз пентаклей. Похоже, что в следующей неделе Козерога награждает или как бы выделяет за что-то особенно, потому что самая вдохновляющая, самая многообещающая карта Козерога выпадает, туз пентаклей. Это дорога в новую жизнь. Буквально эта карта так трактуется, имеет такое значение. Дорога в новую жизнь. То есть возможность разом поменять вокруг себя все. И работу, и профессию, и финансовый статус, бюджетное состояние, заполучить новый дом или новую семью, объединиться с любимым человеком или встретить его наконец. Туз пентаклей — это такая неразменная, знаете, большая золотая монета, которая как переходящий вымпел, переходящее знамя, перемещается от человека к человеку, да? И вот пришел ваш черед это везение, эту удачу поносить в кармане. Общее значение недели для вас судьбоносное, безусловно, судьбоносное. Но на вас ответственность, для вас время предлагает задачу, этот самый шанс, эту самую большую возможность
расти, развиваться, или обогатиться, или влюбиться, или переехать. Эту самую возможность нужно рассмотреть и взять. Важно ведь от нее еще и не отказаться. Но настроение будет хорошее, безусловно, у вас, потому что под тузами мы все ощущаем себя тузами, да, козырями. В профессиональной ситуации, в профессии, в работе, в творчестве, в бизнесе туз пентаклей выступает как большая-большая денежная карта. Это возможность найти новую, например, сильно-сильно денежную работу, но сильно денежную, на меньшее не соглашайтесь. Туз пентаклей предполагает, что зарплата на новом месте у вас будет как минимум на порядок больше, чем на старом, понимаете, да? То есть это движение, безусловно, но это такой прыжок через ступеньку, даже прыжок через целый лестничный пролет. То есть на работе вам могут очень сильно повысить зарплату или выплатить какую-то неожиданно громадную премию. Точно так же ваш собственный бизнес может обернуться, резко развернуться, взять курс на какие-то, опять же, на порядок больше прибыли. Это самая крупная денежная карта, поэтому, когда мы говорим про финансы, мы просто аплодируем здесь Козерогу и говорим, что из прибыли, из каких-то только лишь приобретений материальных ваша жизнь в это время будет состоять. В общем, пришло вам время разбогатеть. А еще, кстати, вот не случайно, видите, здесь замок нарисован на иллюстрации, на картиночке, да, замок, потому что туз пентаклей описывает дом. Дом как строение, как стены, как место, которое вмещает очаг, вмещает семью. Поэтому резкое улучшение жилищных условий тоже идет по этой карте. Возможность переехать или найти свой дом мечты. Для любви туз пентаклей – это брак, возможность брака, соответственно, возможность встретить человека, найти человека, с которым там захочется создать семью или будет возможно создать семью, предложение о браке, а может быть уже сам ваш переезд в дом любимого человека и какое-то крупное выздоровление. Карта тоже обещает это. Далее Водолей. Для Водолея эта неделя будет спокойной, полезной скорее и очень-очень добродетельной. Посмотрите, какая милая здесь иллюстрация. Это 8 пентаклей, старушка, не торопясь, занимается каким-то рукоделием. Вот представьте, Водолей, себя. Это ваша задача на предстоящие 7 дней. Карта задает вам настроение на это время. То есть вы должны спокойно, уверенно, очень терпеливо, да, наверное, эта карта еще и про терпение, очень терпеливо что-то делать. Часто 8 пентаклей называют картой учебы, и по ней действительно вы учитесь. Например, вышли на новую работу, учитесь, как пользоваться там, не знаю, как все делать, как исполнять ваши новые профессиональные обязанности. То есть это неделя для вас освоения знаний, и неважно каких, это могут быть строго прям научные знания, ваша учеба, период интенсивной учебы, а может быть это познания достаточно такие спокойные, бытовые. Главное это настроение, главное, чтобы вы были готовы. Эта неделя вас обогатит, вашу голову, и научит чему-то ваши ручки, то есть ориентируйтесь учиться и что-то создавать, такое осязаемое. Очень хорошая карта. Она предполагает, что вы в это время нечто
вкладываете в ваше будущее. А вклады бывают разные: денежные, душевные, эмоциональные. Словами можно вкладываться, можно здоровьем вкладываться. Как правило, это руки и ваша голова. Это то, чем мы, наши инструменты, чем мы вкладываемся в будущее. Вот. Состояние, настроение будут у вас отличными, если только вам не надоест, если вы только усидите за этими пяльцами, за этими коклюшками. А карта для работы очень хорошая, очень хорошая. Она вот наряду, знаете, с тройкой пентаклей, есть еще и такая карта, обещает период, когда вы просто работаете, делаете то, что положено, то, что записано у вас в должностной инструкции. Вас при этом никто не отвлекает конфликтами, вас при этом не раздражают какие-то страсти, может быть, неуемный энтузиазм или, напротив, ваша собственная лень. Это время, когда вы вот прямо вот буквально сидите, стараетесь, и вам очень-очень интересно, что же у вас из этого получится. Но вы знаете, вот ключевое значение карты здесь — вложение. Вложение. То есть настройтесь не брать в это время, не брать. Не так актуально, сколько вы возьмете, например, от работы или от места работы, от вашего бизнеса в это время. Вообще про брать и про прибыли, наверное, пока лучше забыть. Радуйтесь тому, сколько вы отдаете, сколько вы вкладываете в ту или иную историю. Вот. То есть содержимое вашего будущего и ваше будущее счастье зависит от того, насколько вы постараетесь вложиться. Вот чем больше потратите, это, кстати, касается и денег. Знаете такие истории? Вот чем больше потратите, чем лучше, дороже, качественнее, например, выберете оборудование для своего будущего ресторана, тем лучше будете работать, тем будете больше зарабатывать. Условно, кстати, на восьмерке пентаклей вы как будто бы закапываете свои 3 золотые монеты для того, чтобы из них выросло дерево, полностью усыпанная золотыми монетами. То есть здесь вот такая вот, немножко спорная, да, согласна, но все-таки ассоциация здесь есть. Соответственно, в профессии старайтесь вкладываться и поменьше пока берите. Возможно, взять-то как раз ничего и не получится даже. С деньгами тоже больше обращайте внимание. Иногда различают же эти слова: траты или вложения, да? Тоже траты бездумные не нужны, тем более под ретро-меркурием и убывающей луной. А вот вложения денежные, в том числе какие-то покупки для бизнеса, для работы, для саморазвития, например, покупки очень рекомендованы. Для личных отношений в любовных историях восьмерка пентаклей обещает, знаете что? Серьезные намерения. Серьезные намерения. Это вы можете встретить нового человека, например, познакомиться, и увидите в нем сразу серьезные намерения. А может быть, эти серьезные намерения возникнут у вас, родятся у вас, и вы будете серьезно настроены, и вы захотите за кого-то замуж. Бывает такое, да? Собственно, я-то считаю, что только так и должно быть, что вы встретили какого-то парня вообще случайно, 8 секунд ему в глаза смотрели и поняли, что серьезно настроены, да, что хотите замуж только за него. Вот. Это очень спокойное время для любящей пары. Если вы в браке, тоже это очень спокойное время, когда скорее люди заботятся друг о друге и опять-таки вкладываются или тратятся друг на друга. Причем траты здесь могут быть, конечно, очень разные. То есть это могут быть, естественно, и траты денег, и траты времени. Не очень подходящее слово «траты» здесь, но я синонима идеального не могу подобрать. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Кстати, совет, если вы сейчас какую-то ценную для себя любовную историю переживаете, совет восьмерка пентаклей для вас — именно вкладываться. Это вот тот самый случай, когда над отношениями нужно работать.
Далее про здоровье. И в здоровье тоже. Скорее всего, здоровье будет очень даже хорошим. Но в здоровье тоже надо вкладываться. Надо его растить, выращивать. Сделайте себе на неделю марафон гимнастики, марафон растяжки или марафон здорового питания. А лучше все вместе. Неделю побегайте и исключите сладкое, жирное, соленое. Позанимайтесь на тренажерах, поплавайте в бассейне и так далее. То есть хорошее здоровье здесь обусловлено хорошим к нему отношением. Вот так вот. Далее рыбы, конечно. Рыбы. Так, для рыб. Наша любимая колода «Следование ангелам» предлагает карту Иерофант. Ну, неожиданно. Как бы рыба из общего ряда у нас убивается, потому что, посмотрите, здесь для всех, без исключения, неделя предполагается очень простая. Это неделя простых дел. Это неделя очень простых задач, когда не нужно особо, ну, знаете, уноситься к звездам. Не нужно искать смысл жизни или особенно философски оценивать происходящее. Да? Какие-то очень утилитарные, понятные задачи карты всем задают. Делайте это, не делайте того. Ходите туда, а оттуда убегайте. Да? То есть ничего заумного и непонятного, в общем-то, карты никому не предложили, кроме рыб. А вот рыбам как раз достается Иерофант. Карта, ну, во-первых, это старший аркан. Что интересно, потому что, посмотрите, ведь у нас ведь не было сегодня старших арканов, только рыбам достается старший аркан. Это значит, что ваша неделя, милые дорогие рыбы, будет отличаться от недели для других людей. То есть у ваших соседей по зодиаку много разного хорошего случится за это время, а у вас тоже, но только совсем другой. Иерофант – это некий собирательный образ очень духовных мужских энергий. То есть портретное значение карты, вот оно такое. Это некий мужчина, который оказывает сейчас влияние на вашу жизнь, объективно, или, может быть, на вашу голову, на ваше настроение. Новый этот мужчина появляется, или он был и прежде, просто сейчас вы его как-то замечаете. Мужчина – это непростой, конечно же, это не король и не рыцарь, да? Это иерофант, то есть это учитель, это какой-то наставник, это духовный отец. Персона очень-очень, возможно, даже не близкая, очень далекая от вас, очень далекий от вас человек, такой, до которого не дотянуться, не прикоснуться. Но тем не менее, ваша задача решить, идете вы за ним или нет, будете учиться слушаться или нет. Карта, кстати, объективно, ну вот как всем, может быть, ничего и не обещает. То есть представьте, это старший аркан, но Иерофант карта абсолютно статичная, такая бездеятельная. То есть никакой вот именно деятельности, никаких событий, разговоров, поездок с ней не случается. Вы можете даже удивиться тому, насколько море вашей жизни даже не колыхнулось за предстоящие 7 дней. Все происходит на каком-то более глубоком и вместе с тем драматическом, что ли, уровне. То есть первое значение карты мы рассмотрели. Какая-то мужская персона, это как образец для подражания, это как, ну не знаю, кумир, как, что это может быть, какой-то начальник в очень-очень высоком таком положительном значении этого слова у вас появляется. И общее значение предстоящих 7 дней для вас в учебе, в возможности при относительном штиле жизненном все-таки внутри себя очень и очень серьезно расти. Слава Богу, расти самостоятельно же всегда трудно и лень, да? А тут вам есть с кого брать пример, есть кого слушать, и есть
ну, с чего этот самый рост начинать. То есть вы берете идеи какие-то вот от человека старшего и, в общем-то, мудрого, следуете ему добровольно, вот. Да, но не бездумно. Карта это очень глубокая, и она описывает именно вот на глубоком уровне, таком духовном, душевном, сердечном, если хотите, очень серьезные перемены для вас. Это приход, знаете, Иерофант — это персонаж, который очень оценивает жизнь, очень судит окружающих и себя. Это воплощение и вашей совести тоже. Ну так себе, да, предсказание. То есть придется неделю прожить, впечатляясь переживаниями какими-то собственной совести. Это неделя для того, чтобы очень много переоценить в себе, в других людях, может быть, докопаться до более глубоких смыслов в окружающей жизни и в происходящем. Я думаю, что рыбы не удивлены, потому что рыбы — это традиционно особый отдельный знак в зодиаке, да? И рыбы действительно особенные люди. Я думаю, что вы все так или иначе жизнь под каким-то иерофантом проживаете, да, потому что вы больше других думаете, больше других пытаетесь докопаться до глубинной сути вещей. Ну вот и теперь, значит, вот такое вот тоже время переживаете в профессии, в профессиональной ситуации. Давайте искать какие-то прикладные смыслы, влияние внешних энергий. Помните, что иерофант справедлив, поэтому распоряжение начальника, пожалуйста, уж не осуждайте, не обсуждайте и на них не обижайтесь. Иерофант — это такая высшая некая сила, то есть вы на работе или применительно к вашему бизнесу можете пережить воздействие, влияние, ну, какого-то такого вот властного, высоко поставленного лица. Другое дело, что иерофант не император, и он часто вот такой вот формальной властью не обладает. Это, знаете, это неформальный какой-то лидер, понимаете? Да? Это ваш наставник, которого вам не обязательно слушаться, но вы этого очень и очень хотите. То есть в работе, в бизнесе, в профессии ждите появления какого-то очень надежного и вместе с тем очень-очень неблизкого человека. Может быть, это и партнер по бизнесу, может быть, а может быть, какой-то коллега у вас такой новый появится или проявится. Относительно денег карта, скажу я честно, плохая. Считается, что иерофант деньги никогда не собирает вокруг себя. Он, наоборот, их раздает. Но здесь же изображен, в этой колоде на карте изображена реальная историческая личность. Это, не помню, как звали, но это какой-то папа. Кто-то из пап римских, соответственно. Да? То есть, соответственно, образ такого верховного деятеля религиозного — это всегда отрицание всего материального, это всегда уход в какие-то миры такие бескорыстные, безвозмездные. Поэтому иерофант считается картой для денег плохой. Это не то чтобы денежные потери или скандалы, но это момент, когда вы не думаете о деньгах, а деньги не думают о вас. Это момент, когда вы не совсем осознанно, но все-таки отказываетесь от денег или проходите мимо них. Кстати, отчуждать, момент отчуждения. Вот если кто-то перечисляет всю свою зарплату или годовую премию на какой-то благотворительный фонд, в какой-то благотворительный фонд или просто раздает там бедным родственникам, то это все иерофант, это проявление иерофанта. Отдаешь и не ожидаешь ничего взамен. Поэтому денег не ждите. Для любви тоже карта, честно говоря, проблемная. С одной стороны, портрет мужчины, да, и как будто бы это и новое знакомство может быть. Считается, что иерофант дедушка. Это всегда старший сильно по возрасту человек. То есть, да, вы можете оказаться вот рядом с каким-то мужчиной, но не возраст здесь главный. Здесь главная разница в какой-то духовной, нравственной, душевной составляющей. Если вы находитесь уже в романтическом партнерстве, спрашиваете, как у вас будут развиваться отношения, готовьтесь к тому, что ваш парень, ваш жених или муж очень сильно захочет вас в это время поучить.
учить, возможно, будет поучать скорее, а может быть даже осуждать. И вы услышите в свой адрес такую очень-очень нелестную критику, какие-то претензии. А ваша задача оценить, поверить, прислушаться и, естественно, не обидеться в этой истории. Ну, я уже сказала, что для всего земного, понятного, карта Иерофант все-таки чаще спорная. Я не скажу, что плохая, но очень спорная. Сюда относится здоровье. Да? То есть вот такие простые человеческие потребности, вещи. Деньги, любовь, здоровье. И там, и там, и там Иерофант обещает что-то очень такое запутанное и что-то, ну, знаете, приходящее под условием. Например, деньги могут прийти, но при условии, что вы от них откажетесь или вы за ними не гонитесь. Да? Любовь может развиваться, но при условии, если вы вашего партнера ставите на пьедестал, например, и безоговорочно слушаетесь. И точно так же здоровье, состояние здоровья под этой картой, да, на этой неделе может быть вполне себе хорошее, но вам придется о здоровье думать, причем как-то глубоко копать на уровне, знаете, каких-то даже психосоматических исследований. Если вас мучит что-то по здоровью, то придется, может быть, ход мысли менять. Ну и вообще очень философски и очень со стороны. То есть еще Иерофант говорит, что текущие трудности со здоровьем вы простыми уколами или примочками, горчичниками не решите. Если вы сейчас болеете и чувствуете, что будете болеть долго, то о здоровье вам в первую очередь нужно озаботиться и очень-очень глубоко подумать. То есть откуда это взялось, куда это может деться, в чем вы не правы, где вы свернули не туда. Вот. И так далее. Вот такая неделя ждет нас с вами, друзья. Спасибо за внимание, и я желаю вам удачи. Увидимся.